Всем привет! Как и обещал, это видео про то, как за проданную с дефектами подержанную Ладу Калину за 300 тысяч покупатель смог отсудить у автосалона 700 тысяч рублей. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Суд присудил автовладельцу компенсацию за бракованный подержанный автомобиль в размере почти 700 тысяч рублей. При этом сама машина изначально стоила 300 тысяч рублей. История началась с того, что житель Екатеринбурга приобрел в автосалоне подержанный автомобиль Лада Калина. Из полной стоимости 300 тысяч рублей наличными он заплатил 160 тысяч, а на остальную сумму оформил кредит. Однако после покупки стало ясно, что машина имеет существенные недостатки, а продавец это скрыл. Новый владелец потребовал от автосалона вернуть ему 100 тысяч рублей, но автосалон сделать это отказался. В связи с тем, что продавец уклонялся от добросовестного урегулирования спора, потребитель был вынужден обратиться за защитой своих прав в суд. Заочным решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга с ООО «Прайм» взысканы денежные средства в размере 100 тысяч рублей в счет соразмерного уменьшения цены приобретенного автомобиля. Неустойка, почтовые расходы, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы и моральный вред. Общая сумма взысканий в пользу потребителя денежных средств составила 700 тысяч рублей. Отмечу, что недавно в Санкт-Петербурге владелица Hyundai Creta выиграла суд против автопроизводителя. Общая сумма компенсации составила около 9 миллионов рублей. История началась еще в сентябре 2016 года, когда Наталья Головастенко приобрела кроссовер Hyundai Creta за 1 миллион 210 тысяч рублей. В июле 2021 года при пробеге 98 тысяч километров, когда еще действовала 5-летняя гарантия, в машине при непрогретом двигателе стал дребезжать глушитель и загораться предупреждающий индикатор. Дилер отказался произвести ремонт, не отреагировал он и на поданную претензию. В итоге женщина подала в суд, причем на автопроизводителя. И суд взыскал с ООО Hyundai Motor Manufacturing Rus стоимость автомобиля 1 миллион 210 тысяч рублей, разницу между ценой машины в 2016 году и нынешней, а это 1 миллион 780 тысяч рублей, компенсацию процентов по кредитному договору 41 тысячу рублей, моральный вред в 50 тысяч рублей, неустойку за просрочку требований о возврате стоимости товара в 1,5 миллиона рублей, неустойку за просрочку удовлетворения требования о возмещении убытков в 1,5 миллиона рублей, неустойку за просрочку удовлетворения требования о возврате стоимости товара в размере 0,5% от стоимости соответствующего товара за каждый день просрочки. Ну и обещанная мною шутка юмора. Вот матрешки сейчас продают. Ленин. Открываешь Сталин. Потом Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин. После Путина Медведев. А потом бац и опять Путин. А белорусская вообще не открывается. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. А вы бы обратились в суд в такой ситуации? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.